Добрый день, дорогие стрельцы! Добро пожаловать на мой канал, и это ваш гороскоп на февраль 2026 года. Да, дорогие, присаживайтесь поудобнее, будем планировать этот яркий, мощный месяц. Могу сказать, что он правда будет большим, мощным и сильным, и стрельцам как раз-таки в этом феврале нужно сделать, могу сказать, что свой максимум. Свой максимум, тогда у вас все будет очень классно. Месяц у нас открывает полнолуние во Льве, гармоничная позиция для стрельцов. Следом у нас разворот Урана, но он будет влиять косвенно через другие все-таки планеты. 14 февраля Сатурн у нас меняет знак, переходит в знак Овна. Это опять же гармоничная позиция для стрельцов на ближайшие 2 года. И с 17 февраля по 3 марта у нас коридор затмений. Точно так же у нас там период ретроградного Меркурия с 26 февраля по 20 марта, но здесь нужно будет договариваться просто усиленнее. Позиция для стрельцов не очень благоприятная, но тем не менее все-таки стрелец рыбы, общие управители, все равно получится. Ну что, дорогие, готовы? Это гороскоп, как вы любите, по декадам. Вы можете смотреть как по Солнцу, так и по асцендентам. Информация по каждой декаде будет разная, но точно так же будет еще общая информация, которую я не могу поделить ни на декады, ни по тайм-кодам. Понимаете, да? Точно так же, как вступление у меня было. Ну, то есть общая информация для всех стрельцов, потому что вот правда, когда все находится в Водолее, для вас гармоничная позиция. Ну что, дорогие, готовы? Если вы смотрите по Солнцу, то стрельцы первой декады – это все те, кто родился в ноябре, такие мощные еще с запалом, с силом, такой пробивной скорпиона. Если вы родились с 1 по 10 декабря, вы стрельцы второй декады, такие прям вот там уже почти все планеты в стрельце, вот прям вы такие яркие, огненные, постоянно в движении, мощные, да, но со стихией огня, конечно, да. Если вы родились с 11 декабря и до знака зодиака Козерог, почему говорю так? Потому что в разные года Солнце меняет знак либо 20, либо 21 декабря. Поэтому если вы не знаете, кто вы, потому что буквально сегодня я уже написала, кто-то думал, что он всю жизнь телец, а оказалось, что уже как несколько часов близнецы. Понимаете, это очень часто бывает. Поэтому вы скажете, почему в интернете вот так написано? Потому что каждый год Солнце в разный день меняет свой знак. То есть нет стандарта, понимаете? Вот. Если вы смотрите по асценденту, тогда 30 градусов знака Стрельца делите на 3 равных отрезка. Если ваш асцендент попадает с 1 по 10 градус, это первая декада. Если с 11 по 20, это вторая декада. И если с 21 по 30, тогда вы третья декада стрельцов по асценденту. Ну что, дорогие, поехали. Да, у нас открывает февраль полнолуние во Льве. Яркое, мощное полнолуние, которое должно стрельцов подстегнуть, вот эго поднять, вашу самооценку, когда вы должны понять, а кто я вообще такой, кто я такая, что я вообще делаю, как я хочу жить, как мне вообще хочется, чтобы все складывалось в моей жизни. И это такой большой, мощный месяц на самом-то деле будет для вас. И здесь я не могу сказать, что как-то нужно скромно себя вести. Нет, вообще могу сказать, что стрельцам в этом феврале нужно вести себя максимально дерзко, максимально ярко, хотеть много, делать много, и будет получаться еще больше. Понимаете, о чем говорю? Главное только начать, главное только начать. 1 февраля полнолуние и начинать это внедрять в будущее, двигаться вперед. Конечно, стрельцам первой декады немножко страшно. У вас же там Лилит идет и делает соединение к Солнцу стрельцам первой декады. До конца марта будет находиться Лилит в первой декаде стрельца, потом перейдет во вторую декаду стрельцов. Поэтому, да, дорогие стрельцы первой декады, вам немножечко сейчас страшно. Всем страшно. А кто вот что-то делает, им не страшно. Всем страшно, поэтому здесь делайте через свой страх, и это абсолютно потрясающая история. У нас 26 января 2026 года Нептун перейдет вот буквально сегодня, буквально вот несколько часов осталось, и он перейдет в знак Овна.
и эмоции ваши станут ярче, мощнее, интереснее. Это стрельцы первой декады, да. Стрельцы второй и третьей декады еще не прочувствуют эту историю, потому что Нептун 14 лет идет плюс-минус по каждому знаку, поэтому сами прекрасно понимаете, делите 14 на 3, да, сколько будет в каждой декаде находиться Нептун. И здесь эмоции у стрельцов первой декады станут прям яркие, мощные, интересные. Вот такая история, поэтому двигайтесь вперед, да, через страх. События Нептуна – это благоприятные события и в семье, и эмоционально теплые, приятные события. Кто-то на аспекте Нептуна женится, выходит замуж, кто-то рожает ребеночка, кто-то приобретает недвижимость, в том числе, если эта недвижимость была какой-то такой мечтой, например, дом купить, особенно если Нептун у вас является управителем там 4-5 дома. То есть и вот такая история, да, какие-то приобретения, покупки такие какие-то большие, мощные. И это не только на февраль, я говорю. То есть наступает для этого такой благоприятный период времени, это нужно учитывать. Стрельцы второй декады, для вас начинает влиять очень хорошо это полнолуние, и вас оно будет по большей части задевать больше всех больше всех стрельцов. И здесь, конечно, еще и Марс в соединении, который будет деятельную такую историю давать, буквально туда уже дальше, там, 2, 3, 4, 5. Это история движения вперед, когда хочется очень много сделать. Включайте всю свою активность, нельзя стоять на месте, чего-то там мешкать, переживать, волноваться, думать, что не получится. Если будете думать, что не получится, то не получится. Здесь надо сделать как можно больше, внедряйте в свою жизнь, реализовывайтесь. Тормозить вообще никак, мои дорогие, нельзя. Нельзя, нельзя. А если вы еще, дорогие стрельцы второй декады, находитесь во внутреннем таком, знаете, с внутренним вопросом, а я не знаю, кем я хочу стать, когда вырасту, как я хочу вообще жить, и вот кармические вопросики от узлов предназначения, да, которые были во второй половине 2025 года, то есть делали по второй декаде рыбы-девы шли кармические узлы и делали как раз-таки, задавали вопросики стрельцам второй декады. То есть если вы там не прошли свой вот этот внутренний экзамен, до сих пор стоите на перепутье, не знаете, что же вам такого делать, а я вам говорю, нужно срочно задумываться о будущем. Для чего? Для того, чтобы начать реализовывать. Иначе можно в таком состоянии фрустрации очень долго просидеть и потерять время и включиться лишь только к августу. Зачем? Когда можно сейчас это все брать, реализовывать, делать, двигаться вперед, и тогда все будет получаться у вас очень-очень хорошо. Вам в прямом смысле нужен масштаб, кармический вот аспект здесь, потому что планет никакой не стоит, а здесь есть такой же кармический аспект от Юпитера, стрельцам второй декады. И это подсознательное чувствование вот такого масштаба своей реализации. Все, что касается с Юпитером, это улучшение качества своей жизни, переезд там в какой-то благоустроенный район, или же смена работы, то есть социальных своих каких-то историй, но какую-то работу такую хочется с масштабом, либо с командировками, либо с поездками, либо хочется переехать. И такое внутреннее чутье, которое тянет вас туда, и хочется как будто что-то поменять, либо съездить в командировку для обмена каким-то опытом. Тоже хорошая история. Вот как-то изменить свою жизнь, помыслить каким-то большим таким мощным горизонтом, я не могу сказать, что это плохо, дорогие стрельцы второй декады. В этом феврале внедряйте все связанное со своим масштабом своей личности, личной жизни. Расширяйте свою личную жизнь. Это могут быть как и изменение имущественного характера, да, то есть изменение жилья, либо приобретение какого-то нового человека в вашей жизни, да, партнера, любовь, встреча, знакомство. Все-таки Юпитер идет по раку, поэтому стрельцы второй декады тоже гуляйте, встречайтесь, свидания, гуляния, вот такая история, но у вас пока без страха. Страшно начнет действовать с конца марта 2020 как раз-таки 6 года и почти все лето. До июнь точно. То есть это апрель, май и июнь точно. То есть вот такая история. И не оставляйте страху время, делайте сейчас, пока не страшно. По крайней мере, я так люблю всегда тоже делать и говорить. И получается, потому что страхи – это всего лишь страхи, которые тормозят наше развитие. А вам, дорогие стрельцы второй декады, нужно сделать просто квантовый скачок в этом феврале. Стрельцы третьей декады. Ну, дорогие, у вас могу сказать, какая история. Заканчивают свое вот такое мощное движение Нептун,
по рыбам, заканчивает Сатурн по рыбам, движение 14 февраля Сатурн поменяет знак, перейдет в знак Овна, а пока стрельцы третьей декады разбираются с долгами, думают, принимать ли новую должность, не принимать, боятся ответственности. Боятся ответственности, здесь может быть история, потому что и Сатурн, и Нептун идут вместе. И это, знаете, такая история, когда они даже вот уже Нептун 26 января поменяет знак, а Сатурн еще нет. Но аспект все равно остается, работает. Это когда кто-то хочет развестись на таком аспекте, это такая абсолютно тоже житейская история, когда хочется ответственность сбросить. Не, вроде как мы развелись, но по факту-то куда ответственность-то уходит? Никуда. Приходится тогда самой все решать, да. В работе хочется уволиться, вроде как ответственность вот в этом месте больше не принимать, но опять же, после этого наступает зона ответственности в другом месте. Понимаете, я о чем говорю? И вот здесь такой большой экзамен ответственности. Опять же, у стрельцов третьей декады это вопрос может быть приобретения недвижимости, особенно если вы за последние 1,5-2 года не могли что-то приобрести, и вы очень хотели поменять недвижимость, и вы все никак не могли в эту историю войти. И вот здесь может быть на напряженных аспектах случится все-таки приобретение недвижимости у стрельцов третьей декады. Эта история весь февраль у вас рабочая, понимаете? Потому что даже 14 февраля Сатурн поменяет знак, но специфика этой планеты такая, что он 2 недели или даже месяц у кого-то, бывает, все зависит от внутренних границ и мощи отдельного человека, да. Ну, то есть, если мы мощные, то нас проверяют сильнее. Это закон такой, понимаете, да. С самых ответственных спрос больше, но у самых ответственных и плюшек больше. Понимаете, да, о чем я говорю, да? И финансовая история интереснее, да, потому что они каждый раз цепляются за эту возможность. Поэтому здесь стрельцы третьей декады. Если у вас история с недвижимостью тянется долго, то на февраль назначайте сделки, покупайте. Это не будет просто, это будут тормоза, это будут какие-то нестыковки, особенно с 26 февраля у нас там ретроградный Меркурий, да, это могут быть какие-то мелкие недочеты в договоре, кто-то что-то забыл, отправились деньги, они, потому что там ретроградный Меркурий будет в соединении с Венерой. Не фатальная история, но ретроградный Меркурий будет еще и в гармоничном аспекте с Юпитером. Поэтому я не могу сказать, стрельцы третьей декады, что у вас все будет плохо. Нет, оно будет напряженно, оно будет, конечно же, максимально сложно для того, чтобы вы выработали вот этот квант ответственности, и у вас это получится. Но не сдавайтесь, не сдавайтесь. Если вам захочется вот как-то сдаться и сказать, все, я больше не могу, там, начать истерику, истерить, очень хорошо, легко получится закатить истерику, все бросить и разойтись в этом феврале, и бросить недвижимость, и бросить вот эту всю историю. Опять же, если вы понимаете, что история с финансами для вас какая-то реально мощная и непосильная, то в 2027 году Сатурн перейдет уже в гармоничном аспекте в знак Овна, и будет гармоничный аспект Сатурна к стрельцам третьей декады. Там будет другой там уже реально гармоничный аспект, но на том аспекте можно это перепродать и новое купить. Понимаете, вопрос, хотите ли вы ждать 1,5 года, грубо говоря, да? То есть я про это. То есть за 1,5 года, согласитесь, когда нам 20 лет, 1,5 года, нам кажется, ох, еще много времени. А если 40, 45, 50, нам кажется, 1,5 года, так это полжизни. И я сейчас как быстренько все это сделаю. Поверьте, у вас, дорогие, все здесь получится. Сатурн, когда кажется, что так сложно, это просто понять, что это задача. Это задача, ее нужно решить. Уровень сложности зависит от вашей силы воли. Вот и все. Поверьте, у вас получится. Да, еще из такого нестандартного события, которое может произойти с вами, но с вами косвенно, косвенно. Опять же, 4 февраля у нас Уран меняет положение, движение, да, он разворачивается из ретроградного, он идет директно, не будет влиять напрямую на стрельцов, напрямую никак. Поэтому других людей немножечко, другие люди могут немножечко тормозить. То есть если у вас какое-то движение такое, да, стрельцы и 1, 2, 3 декады двигаться вперед, развиваться, знаете, что другие люди могут просто зависнуть, на кого влияет вот этот Уран. На других знаков зодиака однозначно влияет. Идем дальше. И у нас из следующих историй это как раз-таки Сатурн меняет знак 14 февраля. И вот здесь начинается очень гармоничная
история, но Сатурн будет очень быстро идти по Овну, очень быстрое движение будет, мне кажется, даже быстрее, чем по Рыбам, вообще, в принципе, интенсивный, и уже в мае он перейдет во вторую декаду Овна. То есть, понимаете, стрельцы первой декады, если у вас есть такой вопросик приобретения недвижимости, новая должность, новая работа, новая карьера, вы хотите больше денег, вы хотите изменений в семье, женятся на гармоничном аспекте, хороший брак получается, выходят замуж на гармоничном аспекте Сатурна. То есть это изменение в составе семьи, вашего социального статуса, положения, но сейчас все стрельцы запоминают, да, но опять же, с бюрократической историей. Сатурн – это всегда бюрократическая история с документами связанная. Поэтому у второй декады стрельцов эта история начнет работать с мая 2026 года и до, ну, то есть еще до декабря, до ноября 2026. В конце этого ролика прикрепила годовой прогноз на 2026 год для стрельцов. Там каждый месяц рассказала, прям для каждой декады, и про приобретение недвижимости, и про Сатурн. Я знаю, это важно, меня постоянно спрашивают про покупку недвижимости. Это правда, дорогие, очень важно, потому что своя опора, свой дом, свое жилье – это фундамент вообще даже вашего мнения. И если вы твердо стоите на ногах, у вас есть свое, вы принимаете твердые, взрослые, взвешенные решения. А если вы живете непонятно где на самом-то деле, даже в аренде, вот эта история, она такая шатковалка, потому что наш мир очень сейчас изменчив, и все арендное, эта история становится такой нестабильной. Понимаете, о чем я говорю, да? И идем дальше. Сатурн меняет положение 14 февраля, и это гармоничное на 2 года положение для всех стрельцов. Поэтому, дорогие, понимайте, уже сказала, повторяться не буду. Следующее мощное яркое событие – это коридор затмений. Начинается 17 февраля, заканчивается 3 марта. Начинается новолуние в Водолее, либо же солнечное затмение, заканчивается полнолунием в Деве, и лунным затмением. Вот начало коридора затмения абсолютно гармоничная история для стрельцов, потому что все, что находится в Водолее, для стрельцов идеально хорошо и нормально. Все, что, потому что здесь по факту и Солнце, и Луна в квадратуре с Ураном, то есть косвенно будут какие-то штормы через других людей у как раз-таки стрельцов третьей декады, поэтому, опять же, то, что говорила, если у вас какие-то сделки, изменения в работе, взять какую-то ответственность на себя, будет штормить, но вы эту проверочку тоже пройдете, да, поэтому здесь прекрасно таки понимаете, на работе у стрельцов третьей декады могут начаться резкие какие-то изменения, крушение планов, что-то может пойти не так. Стрельцы второй декады. Вам захочется, конечно, вам захочется здесь в этот коридор затмений как-то вот в что-то там вложиться непонятно, потому что Венера переходит как раз-таки с соединений с кармическим узлом, да, уже во вторую декаду рыб, и здесь захочется куда-то там деньги потратить, какие-то там отношения непонятные, странные, чего-то там новое, захочется какого-то чрезмерного романтизма, гормональной какой-то любви, да, то есть такой вот каких-то эмоций захочется. Поверьте, в этот коридор затмений их получится получить. Вот таких легких эмоций, вот такого легкого настроения. Просто смотрите на свою жизнь. Что вы в ней хотите видеть? Потому что все-таки и Венера, и Меркурий выстраиваются в гармоничный аспект с Юпитером, который вот кармически, вот здесь у меня не настроено, если бы здесь хоть какая-то планета была, как раз во второй декаде, был бы этот аспект виден. Но опять же, развитие и масштаб. Вот здесь, дорогие стрельцы второй декады, если вы возьмете и уйдете в масштаб, то вы получите там другие эмоции своего профессионализма, своего внутреннего ощущения, вот это я классный, вот это я молодец, потому что стрельцам второй декады это очень сильно нужно, потому что у вас вообще все планеты в стрельце, и если у вас нет такого внешнего подтверждения своей деятельности, там какой-то похвалы, благодарности, вот вы прям видите по окружению, по людям, да, что вот вы классно сработали, вы классно сделали, и вам нравится, и людям нравится, если вы работаете с людьми, да. То есть это очень такая хорошая история благодарности и своего внутреннего такого мощного ощущения, что я вот на своем месте. Продолжайте, двигайтесь, делайте квантовый скачок и масштаб. Если же у вас история в любви, то постарайтесь ничего такого, знаете, очень сильно мощного
не вкладывать в любви. Какие-то большие, сильные обещания. Захочется дать глобальные такие мощные обещания в любви в отношениях. Подождите, пока Венера перейдет в знак Овна. Сейчас даже скажу. После 3 марта она перейдет. Это буквально вот 6 марта она перейдет в знак Овна, и там уже станет максимально понятно и приземленно, понимаете? До этого момента постарайтесь не делать каких-то громких замечаний, каких-то вот таких вот историй, за которые потом, возможно, вот там розовые очки спадут, они, как правило, всегда бьются стеклами внутрь, да, и это такая неприятная история. Поэтому здесь, дорогие стрельцы второй декады, не обманывайтесь в этом феврале, четко, максимально приземленно смотрите на свою жизнь, на свое будущее, на реализацию, работу и на свои отношения. И на свои отношения с финансами, потому что история с Венерой, это история с деньгами в том числе, на что мы их тратим. Захочется вложиться в какую-то такую историю. Подождите, подождите, давайте о приземленном. 6 марта, вот там уже будет лучше. Стрельцы первой декады, этот коридор затмений, могу сказать для вас, дорогие, это такая мощная, интересная, классная история вопросиков своего я, своего эго, своей гордыни. Солнце будет идти по первой декаде, по первой декаде рыб в соединении с северным кармическим узлом. И я могу смело сказать на выходе, это будет еще аспект кармический узел в гармоничном аспекте с Юпитером все-таки, да, история у стрельцов первой декады. Вот чем больше вы все-таки сделаете в своем профессионализме, потому что уже есть Сатурн, и он быстренько, то есть смотрите, заканчивается коридор затмений, Сатурн уже в третьем градусе. 3 марта Сатурн уже в третьем градусе просто Овна. И он очень быстро будет, вообще прям очень быстро будет идти. Поэтому, дорогие мои стрельцы первой декады, в этот коридор затмений. Ваша история, конечно же, связана с тем, чтобы максимально вложиться в свой я, в свое будущее, в свою работу, в свою реализацию, понять, что же вы хотите, каких денег вы хотите, каких почестей вы хотите от своей работы, какую жизнь вы хотите свою видеть, счастливы вы, несчастливы. То есть здесь вопрос таких ваших личных амбиций. Чего же вы хотите? И я вам хочу сказать, хотите много. Там идет Сатурн, у вас времени мало. Если вы собрались переезжать, выбирайте себе жилье чуточку повыше, чем то, что вы напланировали. Напланировали себе очень скромно. Конечно, если это ваше первое жилье, оно должно быть просто хотя бы вашим первым. А если вы поднимаетесь в статусе, тогда замахивайтесь чуточку на повыше. Не так, чтобы резко глобально, что к вам вообще никогда не относилось, да, для того, чтобы пыль в глаза кому-то пустить, да. Нет, конечно. Вот прям скромность немножечко отключите и прям побольше возьмите, и будет хорошо. Понимаете, стрельцы первой декады? Вот здесь малодушничать нельзя. Делайте много, включайте всю свою мощь и силу в этом феврале. И тогда итоги 3 марта будут совершенно другими. У стрельцов первой декады эта история будет четкого результата. Захотите мало, получите мало. У стрельцов второй декады ничего не сделаете, но будет еще в марте история движений, но поймете, что момент вот этой силы был упущен. Но тем не менее, продолжайте дальше. Стрельцы третьей декады. Здесь, конечно, я должна сказать, что заканчивается вот эта история с Сатурном, с Нептуном. Но, опять же, если вы доделываете все истории долговые, то есть там сделки по недвижимости, вы должны уже это доделать, ну, в первой неделе марта точно. Поэтому здесь, опять же, если будет тянуться, оставляйте комментарии под видео. Я в режиме свободного времени, особенно когда вижу какой-то такой интересный, срочный вопрос, всегда стараюсь отвечать. Вот такой гороскоп, дорогие, на этот февраль. С 26 февраля по 20 марта у нас ретроградный Меркурий. Я не могу сказать, что он будет как-то очень плохо влиять на стрельцов. Да, позиция напряженная, потому что сам Меркурий, он будет делать квадратуру по факту. Но Меркурий-то будет в гармоничном аспекте с Юпитером, в гармоничном аспекте с Ураном. Поэтому, если вы не будете сидеть сложа руки, если вы будете принимать каждый раз какие-то действия, что-то делать, не сдаваться, находить выход из ситуации, все получится хорошо и у первой, и второй, и у третьей декады стрельцов. Но третьей декады стрельцов история посложнее, чем у первой и у второй, да, но вы доделываете, завершаете вот этот двухгодичный цикл, который очень много нервов, сил, истории у вас вытянул, да, у кого-то это может быть даже здоровье, потому что Сатурн на уходящем аспекте, это когда мы начинаем хворать, болеть, и вот эта вот вся история.
Что нужно сделать? Максимум ответственность к себе, к своей жизни, к своему отдыху, расписанию, распорядка дня. То есть стать целостным человеком, построить свои личные границы. И если они у вас будут поставлены правильно, тогда вы все в этом феврале сделаете. Понимаете, о чем я говорю? И в феврале, и в марте, и дальше. Вот такой гороскоп на февраль. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Я желаю вам просто потрясающего роста месяц. По классике в конце актуальные ролики. Если вы их еще не смотрели, посмотрите, примите верное решение. Ну а я желаю вам всего хорошего, яркого, мощного и интересного в этом феврале. Увидимся в следующем ролике. Пока-пока.